Та-та-та. Смотри, и гречка, и картошечка. Какой наваристый, да? Знаю хитрости, как приготовить вкусный суп без мяса. Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Сразу и начнем. В кастрюлю наливаю, литр 200 воды. В зависимости, сколько супа хотим. Это нам сегодня, Сережка, с тобой на целый день. Разгрузка, никакого мяса, только вкусный полезный суп. Кастрюлю ставлю на огонь. Опа. Накрываю крышкой, пусть закипает вода. А я этим временем сковородку на огонь. Добавляю немножко жира или растительного масла, что любите. У меня сегодня смалец. Закончилось растительное масло. Ну да и ладно. Картофель. На мою кастрюльку вот таких вот 4 небольших картофелины будет достаточно. Быстренько нарезаю. Картошечка-то уже подгулявшая. Весна на улице. Скоро уже молоденькая будет. Хорошо ее ополаскиваю. Немножко даю стечь водички. И выкладываю на полотенце. Нужно ее немножко подсушить. Как раз за это время, друзья, хорошо нагрелась сковорода. Выкладываю в нее картофель. Обжариваю картофель до румяной красивой корочки. До готовности доводить не нужно. А я этим временем нарежу луковицу. Средненькую. На мелкий кубик. Отодвину в сторонку, чтобы рядышком морковку натереть. У меня терка по-корейски. Будут красивые брусочки. А может и не очень, друзья, красивые, потому что я с этой теркой не очень дружу. Слежу за картофелем. Ой, посмотрите, какая красивая румяная картошечка. Но она еще сырая. Ух, здесь уже и вода закипает. Сейчас беру, максимально оставляя масло в сковороде, картофель выкладываю в кастрюлю. Да, друзья, оказывается, чтобы приготовить вкусный суп, нужно добавить жареную картошку. Попробуйте хотя бы разочек. Это совершенно другой суп на вкус. Особенно вкусно-гречневый. Что мы сегодня, Сережка, с тобой и сделаем, да? Опа, все, это есть. Пусть варится. А я эту же сковородку на огонь. И сразу сюда добавляю лук и морковь. Немного соли. Впереди еще одна хитрость, друзья. Оставайтесь с нами, будет интересно и, поверьте, очень вкусно. И просто. Все как всегда. Следим за овощами. Их не нужно сильно поджаривать. Просто так, пассеровать. Картофель варится. Прикрою крышкой, чтобы было быстрее. Что я могу сделать? А я могу, друзья, подготовить остальные ингредиенты. Кабачки. Освобождаем морозилку. Также у меня есть брокколи. Немножко она уже подгуляла в суп в самый раз. Разделю ее на соцветия поменьше. У нас же разгрузочный суп. Вообще можно взять любые овощи, какие у вас есть в холодильнике или в морозилке. Я просто обожаю эти легенькие супчики. И рядышком, друзья, нарежу зелень. У меня сегодня черемша. Конечно же, можно взять любую. И укропчик, и лучок зеленый, даже крапиву молоденькую. Сейчас начинается сезон. Тоже можно добавить. Угу, есть такое дело. Слежу за овощами. Ой, они уже начали немножко даже поджариваться. И сюда, друзья, добавлю замороженные кабачки. Пусть они здесь растают и немножко тоже поджарятся. Это тоже придаст вкусный вкус нашему супу. Люблю такие супчики именно с гречкой. Нужно помыть хотя бы пару столовых ложек. И сразу же отправляю в суп. Перемешиваю. Ой, красота. Какой наваристый бульон, друзья. Видно, Сережка? Пленочка прямо. Ага. Ставьте лайки за такую простую и, поверьте, вкусную идею. Суп будет, пальчики оближешь. У меня уже рефлекс. Так, гречка варится, это все варится. Смотрим на наши овощи. Так, овощи прогрелись. И сейчас, друзья, еще одна моя хитрость. Вернее, даже не моя, а моей бабушки. Она всегда при приготовлении супа добавляла 1 столовую ложку сметаны или сливок. Такой пожирнее. Можно даже майонеза. Тоже такое было. Перемешиваю и прогреваю. Вот это ты меня удивила. Сережка, ты знаешь, я сама думаю, ну какой же супчик приготовить, чтобы он был легкий, без мяса и в то же время вкусный. И тут мне вспоминается эта фишечка бабушкина. Она вот в зажарку бросала столовую ложку вот сметаны или сливок, майонеза. Суп получился просто вкуснятина.
Я вспомнила, представляешь? Прогреваю несколько минуточек, 2-3 будет достаточно. Как раз и гречка сварится. Опа. Смотрим, что у нас здесь. Ой, у нас здесь все прекрасно. Картофель хорошо сварился, гречка практически готова. Она еще доварится, друзья, дойдет. Можно добавлять нашу вкусную поджарочку сюда со всеми соками. Аккуратно. Ну, а сковородку помыть? Конечно же, помою. Берем вот так вот. Все вкусы, все собираем, друзья. Наши бабушки знали толк в приготовлении еды. Сюда же добавляю свежие овощи, которые нарезала с зеленью. Аккуратненько. И добавлю 1 столовую ложку своего сладкого перца в соли. Друзья, вы часто задаете мне вопросы, как я его приготовила. Хочу вам сказать, что рецептом обязательно поделюсь в сезон перцев. Сейчас о нем говорить просто нет смысла. Это нужен грунтовой хороший перчик ароматный. Все, запомнили, да? Рецептом поделюсь обязательно. Добавляю. Еще чуть-чуть. О, посмотрите, какая красота. И сюда сразу же 1 лавровый лист. Опа. Он уже красивый. А как он вкусно пахнет. Перемешиваю. Так как здесь у меня перец соленый, буду осторожничать с солью, друзья. Сережка, это просто пальчики оближешь. Знаешь, что еще для полного вкуса нужно? Перчик. Твоих острых ощущений. Сюда. И капелюшечку соли. И еще, друзья, рекомендую в горячее блюдо добавлять куркуму. Хотя бы чуть-чуть. Настолько полезная вещь. Я о ней много почитала и прям влюблена в нее. Перемешиваю. Ух, какой супец. Зеленый, да? Накрываю крышкой и даю хорошо-хорошо закипеть. Когда суп хорошо-хорошо закипел, все. Выключаю нагрев и даю настояться хотя бы 10 минут. И овощи дойдут, и кашка гречневая дойдет, и все объединится и поженится, и будет просто, вы понимаете, будет Песня. очень, да, будет очень вкусно. Суп настоялся, можно наливать или насыпать, кому как больше нравится. Готовы? Опа! Ух ты, класс. Да. Это, друзья, единственный суп, который я не добавляю сметану и не забеливаю. Посмотрите. Потому что он уже такой. Да. Ой, гречка, все хорошо видно, да? Посмотрите, какой красавец. Ну, класс. Класс. Вообще. Ставьте лайки, друзья, за такую простую, поверьте, вкусную идею. Я сейчас попробую. Смотри, и гречка, и картошечка. Какой наваристый, да? Дую. Во! Сережка, это вкусно, полезно, быстро и просто. Не надо никакого мяса. Попробуйте приготовить хотя бы разочек. Я уверена, вам понравится. Это легкий и в то же время сытный суп. Благодарю тебя, Господи, за сегодняшний день, мирное небо, вкусную еду. Благодарю за супчик, благодарю тебя, солнышко, за такую вкусняшку. Он реально вкусный. Да. А еще вот с таким салом. Это вообще песня. Вот так вот, друзья. Вот вам и диетический разгрузочный супчик с салом. А на десерт у нас будет вот такая вот вкусная творожная фруктовая паска. Рецептом обязательно поделимся. Получилось очень вкусно. У меня уже чаек стоит на плите. Мир вашему дому, счастья, благополучия семье, мудрости и любви. И позитивного настроя. Это по-любому. Все. Быть добру.